Всем привет, с вами Митя. Сегодня мы будем обозревать скетчбук А5 формата. Рисовал я в нем чуть меньше полугода. Здесь мы видим портреты по воображению, портреты девушек. Это я рисовал уже по фотографиям на Бали. Это продавщицы. Слева это продавщица фруктов, справа это продавщица вееров. У нее, собственно, корзинка на голове, в которой она носит вееры. Что здесь интересного, что для наброска я использовал карандаш. Но карандаш не простой, а свинцовый. Свинцовый карандаш чем интересен? Тем, что он не затирается в скетчбуке, как обычный графитовый карандаш. И у него интересное сопротивление с бумагой. В общем, очень интересно им рисовать. Свинцовый карандаш – это не что-то супер редкое и особенное. Это просто кусочек расплющенного свинца, которым можно рисовать. Я его вставил в графитный карандаш. И да, вот сейчас я его покажу. В общем-то, выглядит он вот так. Это просто кусочек свинца, вставленный в графитный карандаш. Сопротивление у него с бумагой. Вот. Довольно сложно вести линию, но очень интересно получается. Так что, если вы не пробовали, советую попробовать. Так, погнали дальше. А тушь здесь я использовал брашпены, заправленные тушью. Здесь я использовал перо и брашпены. Это тоже продавщица фруктов на Бали. Вариации искал что-то. Это у нас продавец билетов и официантка. Официантка, данный рисунок получился у меня лучше, чем другие, которые я пробовал ее как-то еще нарисовать по-другому, но вот первый получился самый удачный, на мой взгляд. Здесь я тоже делал набросок свинцовым карандашом, а здесь сразу начинал от пятна. Так, это набросок брата. Это у нас доставщик. Доставщик был очень интересным тем, что у него был большой черный шлем, такой черные очки. Сам он был палиец, очень загорелый, и у него светились блики на очках и зубы. Захотелось это изобразить. Так, это у нас художник балийский. У него есть студия художественная в Убуде. Так, вот это один из еще вариантов как раз официантки. Ну, здесь мне не понравилось, слишком жестко получилось. Здесь очень мягко, линия силуэта лица спрятана, да, простым движением кисти. И как-то очень мягко здесь получилось, она смотрит. Мне очень нравится именно тот вариант. Это все она же. Здесь уже лучше, чем предыдущий вариант, но первый был самый удачный. Так, это вот такие гигантские тараканы на Бали есть. Я впервые таких видел. Очень впечатляющих размеров. Так, это я ходил в Убуде в художественный музей. Там была такая маска вепря, кабана, не знаю. Очень интересная, очень красивая. Возможно, это ритуальная маска в таком балийском стиле, очень классная. Так, это у нас балийский закат. Это вид был из моей виллы. Очень классная атмосфера, очень яркие закаты. Интересно то, что вместе с закатом уменьшается количество света, краски становятся ярче, природа затихает, просыпаются какие-то ночные животные, сверчки, балийцы собираются у себя в кругу семьи, играют на инструментах. В общем, царит такая атмосфера очень таинственная, ну, очень красивая. Так, это очень необычная птица на самом-то деле, которая водится только в Индонезии, так как рисунок черно-белый. Здесь не видно, что этот гребешок разноцветный, и он переливается.
Вот такой вот необычный петушок, который будил нас по утрам частенько, водится только в Индонезии. Да, и он еще довольно пуглив. Я думаю, что раньше балийцы их ловили и ели. Кто знает, может, и сейчас до сих пор. Вот я ходил на такое представление, на кичак. Не знаю, там и танцы, и поют они. Очень классно, очень аутентично. Вот я нарисовал одного из главных актеров. Так, есть и неудачные рисунки. И вот как раз один из них это лягушка. Я начинал этот набросок. В общем, это первый набросок лягушки, который я сделал. И здесь я не смог определиться с задачей, как я хочу ее решить. Вроде бы композиционно я нашел, как мне нравится расположить это в листе, но как это создать, как это решить технически, я не нашел. И уже во втором своем рисунке я уже смог это решить, оставив большие белые пятна, где-то подчеркнув пером. В общем, этот уже рисунок выглядит гораздо проще, легче, на мой взгляд, более удачный. Так, вот такой кузнечик. Это я сделал такую печать себе, роспись. Сделал ее из резиночки, просто вырезал ножиком из резиночки, смазывал тушью, обычной тушью, не обязательно какую-то иметь штемпельную краску или что-то еще такое. И вы смазали тушью кисточкой и печатаете. И получается такая классная, необычная роспись. Можно придумать какой-то знак другой, иероглиф, инициалы свои какие-то изобразить. В общем, вариантов много. Так, это варианты продавщицы фруктов, которая была в самом начале. Я люблю повторять рисунки, в общем, потому что не всегда они меня устраивают, очень часто они меня не устраивают. И я пытаюсь найти какой-то новый подход, новый прием, чтобы передать что-то в наброске, то, что мне хочется. Собственно, это та же продавщица фруктов. Очень характерные черты, очень интересное лицо, мимика. В общем, очень классная. Так, это тоже еще одна продавщица фруктов. Это набросок из задания из моего курса по академическому рисунку. У меня регулярно проходят курсы по рисунку, по наброску, по академическому рисунку. Так что обязательно проверь описание под видео. Если тебе интересно, то переходи по ссылке, смотри актуальную информацию. Это такой балийский мальчик. В общем, было празднование одно, и они наряжали такую куклу-чудовище, ходили по улицам, вбили в барабаны, соревновались с другими мальчишками, кричали. Это у них был какой-то духоохранник. В общем, это тоже какой-то у них такой местный ритуал, очень интересный. Так, это у нас девочка китайская, она сидела на руках у своего папы, туристы. Это у нас индонезийка в платочке. В целом, я был на Бали, когда рисовал эти наброски. И Бали – это не мусульманский остров. Но в целом Индонезия – это мусульманская страна, так что в основном там люди ходят в таких вот платочках, женщины. Так, это китайский мальчик, который тоже сидел на руках у своего отца. Такой засыпал, устал от жары. В общем, очень интересно. Еще я использовал здесь впервые эффект от кисти, довольно большой кисти. Я ее нанес на нее немного туши, расплющил ее об другой лист, убрав тем самым лишнюю краску, и потом, проворачивая кисть, создал такую фактуру волос.
Так, это у нас болиц в традиционной такой повязке. Это тоже балика. Очень интересно, у него были завиты волосы. Очень красиво. Я решил это изобразить. Да, вообще на Бали очень необычно тем, что у них... я был в первый раз в Азии, и мне было очень как-то впечатлило то, что лица у них совсем другие. Они у них довольно плоские, не такие, как у нас, европейцев. У нас они довольно выпуклые. Вот эта часть, да, часть там, где зубы находятся, а у них довольно приплюснутое лицо. В общем, очень интересно. Очень характерные типажи. Так, это у нас уже Малайзия, Куала-Лумпур. Это я был в... Там есть, в общем, одна пещера за городом, в ней есть индуистский храм, и туда много едет туристов, паломников. И вот как раз это один из таких туристов-паломников. Так, это уже Вьетнам. Здесь такие силуэты портретов. Это одно из заданий курса, когда нам нужно взять объект, форму на силуэт. С помощью большого силуэта решить задачу. Так, это у нас уже на вьетнамском рыбном рынке. Все наброски сделаны по фотографии. Здесь нет набросков, которые я делал прям с натуры, рисовал. Но по фотографии сделаны собственной. То есть это интересно, когда вы делаете сами фотографию, а потом по ней рисуете, когда у вас есть собственное впечатление об объекте, тогда вы можете его вспомнить и передать что-то на лист. Так, это у нас храм Wat Pho в Бангкоке. Очень классный. Мне он понравился, наверное, больше всех храмов в Бангкоке. Очень красивый был. Так, храм Золотого Будды. Это, кстати, не главная статуя. Так, еще всякие охранники у нас тут. Очень интересная ситуация была с этой собакой. Собака, лев, не знаю, кто это, в общем, какой-то защитник. Она стоит около входа в храм. Местные жители, когда подходили к входу в храм, они терли нос и лоб, а потом, когда они терли этой статуей лоб, они терли свой лоб. Не знаю, что это значит, но выглядело очень прикольно. Так. Вот такой у нас портрет. Сейчас покажу. Вот это у нас половина фигуры. Вот портрет этой фигуры. Такой вот у нас здоровый дядечка. Собственно, на этом скетчбук заканчивается. Если тебе понравился формат таких видео, и ты хочешь поддержать канал, хочешь увидеть больше таких видео, где я рассказываю о своих скетчбуках, то обязательно поставь лайк этому видео. Можешь написать комментарий: да, давай, сделай еще подобное видео, расскажи, может, про тебе понравилась печать, ты хочешь узнать про резьбу печати, или тебе интересно узнать про свинцовые карандаши или что-то такое, или про тушь, про кисти. Обязательно напиши об этом в комментарии, тогда я буду знать, что тебе интересно, и, возможно, я сниму это видео. С вами был Митя.
Пока.